Привет, друзья! В этом видео я хочу поговорить с вами о зеленом цвете. Это один из самых распространенных цветов в природе. Наш глаз настроен природно на то, чтобы видеть и различать оттенки зеленого цвета, но в живописи и вообще во всех визуальных историях, будь то иллюстрация, одежда, реклама и так далее, этот цвет является весьма спорным. Например, издатели книг считают, что зеленые обложки хуже продаются. Об этом же говорят и галеристы, о том, что зеленые картины продаются хуже других. Кроме того, в работе с пейзажем нам без зеленого цвета никуда. Но здесь тоже возникает масса сложностей и нюансов, о которых нужно помнить. О том, как сделать вашу картину интереснее, богаче, красивее, приятнее для восприятия глаза зрителей, я хочу поговорить в этом видео. Попробуйте на время вообще отказаться от готового зеленого цвета в вашей палитре и смешивать зеленый цвет из различных вариантов синего и желтого. Можно даже использовать охру. У меня был случай, когда на пленэре преподаватель, художник опытный, взял и забрал у всех участников зеленые тюбики с краской. Все, конечно, очень возмущались, потому что это был летний пленэр, и все вокруг было зеленое, и как же нам справиться. Но после этого мой мир перестал быть прежним. И сейчас уже в моей палитре нету чистого зеленого оттенка. Почти все цвета, которые я использую, я смешиваю. Это позволяет сделать цвета более богатыми, более интересными, позволяет более уверенно варьировать оттенки. Попробуйте сделать вот такое упражнение, как на видео, выбрать несколько синих цветов, несколько желтых цветов, и сделать небольшую выкраску, градацию от желтого к синему, понаблюдать, какие цвета у вас получатся, и вы увидите, как много оттенков зеленого можно получить буквально из двух цветов. А если вы еще меняете оттенки синего или оттенки желтого, этих цветов будет бесконечное множество. Выбирая цвета для пейзажа, когда у нас есть летний день, мы рискуем попасть в ситуацию, когда по итогу на нашей картине получится то, что называется у художников зеленым забором. Все вокруг нам кажется зеленым, и мы берем готовые оттенки и начинаем все рисовать таким же зеленым. Постарайтесь варьировать в ваших пейзажах оттенки от желтого к синему, может быть, к фиолетовому. Если вы проделали предыдущее упражнение, вам будет проще понять, какой у вас есть запас оттенков, для того, чтобы отделять одни части картины от другой, для того, чтобы достигать эффекта воздушной перспективы, глубины в картине и в целом делать картину более интересной. Вы можете сравнить картинку слева и справа. В левой я использовала один тон, в правой я варьировала оттенки более теплого и более холодного цвета. Я думаю, что разница видна, и даже на таком маленьком, очень быстром этюде понятно, как это можно делать на более масштабных работах, для того, чтобы они выглядели интереснее. Следующий прием художники называют контрабандным красным цветом. Это такая маленькая хитрость для того, чтобы ваша работа выглядела менее монотонной. Вы можете добавить небольшие, незначительные, не имеющие какого-то информационного веса пятна красного, розового, либо красно-оранжевого цвета в свою работу, для того, чтобы разбавить общую зелень, которая там есть. Таким образом у вас появится контрастность, появится более интересная фактура, глазу будет за что зацепиться, он не будет теряться в этом зеленом лесу бесконечном и чувствовать себя
как вот наши предки, которые выходили из пещеры и что-то искали. Наш глаз, он всегда хочет что-то найти в этих зеленых джунглях. Помните об этом и дайте ему такую возможность. Видео, которое вы видите на экране, является ярким примером такого приема. В наших зеленых монстерах у нас появляются дополнительные какие-то красные пятна, даже если на деле вряд ли их там было. В этом видео я рассказываю, как композиционно работать с такими пятнами, ну и в целом, как нарисовать вот такую красивую зеленую композицию с листьями, чтобы она была интересной и приятной нашему глазу. Если вам интересен этот урок, подписывайтесь на Boosty и Patreon. Все ссылки есть в описании. Ставьте лайки этому видео, если у вас есть возможность поддержать канал материально. Я буду всем благодарна. Это также можно сделать через Boosty и Patreon или напрямую через мой сайт. Напишите в комментариях, какие зеленые цвета вы используете в своих работах, какие у вас цвета есть в палитре. И если у вас остались вопросы по этой теме или по каким-нибудь другим темам, спрашивайте. Может быть, я запишу дополнительные видео, опираясь на ваши вопросы. До встречи в следующих видео. Пока-пока.